Всем привет! Вы точно не пробовали такой салат? Эти яркие шарики сразу притягивают взгляд, настолько необычные и нежные, что хочется попробовать их прямо сейчас. А дальше будет еще интереснее. Посмотрите обязательно видео до конца. Давайте приступим к приготовлению. Все ингредиенты, как всегда, под видео. Первым делом готовим шарики. Берем холодный творожный сыр и формируем небольшие шарики. Обваливаем их в сублимированной малине, только в крошке, а не в целых ягодах. Купить ее можно в кондитерских магазинах или в отделе сухофруктов. Легкая кислинка малины отлично подчеркивает сладость свеклы, придавая шарикам изысканный вкус и привлекательный вид. Шарики обкатываем со всех сторон, и лучше всего готовить их прямо перед подачей. Далее заранее обсушенные фисташки чистим и измельчаем. Творожные шарики обваливаем в получившейся фисташковой крошке, чтобы покрыть их со всех сторон. Получается также нарядно, аппетитно и невероятно вкусно. Шарики пока убираем в холодильник и займемся свеклой. Заранее ее отвариваем или запекаем, чистим и нарезаем тонкими пластинками. Выкладываем их на большое плоское блюдо один за другим, внахлёст по всему диаметру блюда. Так же, как и в предыдущем видео, я использую похожую основу для салата. Далее займемся кукурузой. Сливаем жидкость и немного просушиваем, чтобы она не стреляла на сковороде. На разогретую сковороду добавляем кусочек сливочного масла и высыпаем кукурузу. Огонь средний. Обжариваем несколько минут, помешивая, и добавляем копченую паприку. Обжаренная кукуруза становится вкусной, ароматной, золотистой и аппетитной. Она придает салату насыщенный сладковатый сливочный вкус с легким дымным оттенком и создает приятный контраст текстур с мягкой свеклой и творожными шариками. По желанию можно высыпать кукурузу на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло. Дальше готовим соус. Наливаем оливковое масло, добавляем соль, сухой чеснок, сок лимона и мед. Я добавила гранатовый соус. Он отлично гармонирует со вкусом салата, а также итальянские травы и немного черного перца. Все тщательно перемешиваем до однородности. Красный болгарский перец очищаем и нарезаем соломкой. Пластинки свеклы поливаем соусом.
и распределяем его кисточкой по всей поверхности. Сверху посыпаем свеклу итальянскими травами. Поверх выкладываем свежие зеленые листики шпината. Следующим слоем добавляем нарезанный соломкой болгарский перец. Поливаем салат соусом. Посыпаем салат золотистыми солнечными зернами обжаренной кукурузы, которые делают салат красочным и очень аппетитным. И, наконец, в качестве финального завершения выкладываем наши подготовленные творожные шарики в хаотичном порядке. Они добавляют салату игривости и красоты, словно драгоценные камни на тарелке. По желанию в конце можно добавить несколько зеленых листиков шпината. Смотрите, какой салат получился! Яркий, насыщенный, необычный, невероятно вкусный и красивый. Такого вы нигде не увидите. Обязательно попробуйте приготовить и удивите своих гостей. А у меня впереди еще много идей. Подпишитесь, чтобы не пропустить новые рецепты, и делитесь в комментариях своими впечатлениями, буду ждать. Всем пока!